Дорогие друзья, мы продолжаем рассказывать историю о Димаше на Сенгере. Все эти дни он упорно учил китайскую песню. Ваше внимание, подписка и лайки, ваши комментарии – это огромная поддержка для нашей редакции и материалов о Димаше. В рассказе о его участии на конкурсе «I'm a Singer» мы подошли к тому моменту, когда первый эпизод вышел в эфир на огромную китайскую аудиторию, и на вокальном небосклоне вспыхнула новая звезда по имени Димаш. Взрыв интереса к молодому певцу из Казахстана был настолько огромным, что сюжет об импортном мальчике с невероятным голосом был показан в китайских новостях. 23岁的哈萨克斯坦歌手迪玛希 Количество подписчиков на его аккаунте в Weibo увеличивалось с невероятной скоростью. Толпы поклонников следовали за ним повсюду. Телекомпании пришлось приставить к нему охрану. Такого эффекта не ожидал решительно никто. Ни Хунан ТВ, ни сам Димаш. Ведь он-то ехал всего лишь на 2 тура. Чтобы как-то навести порядок, был организован фан-клуб, и Димаш дал ему имя – Диас. Он был невероятно признателен китайским слушателям и хотел благодарность сделать для них нечто особенное. Таким дорогим подарком стала первая песня на китайском языке «Осенняя печаль». Тілге кішігірім бір күмәнің туып тұрған кезде енді сөзін дұрысына жаттауға тырыстым. Жаттап алдым да, бірақ дегенмен бір жер ұйқаспай қалса, ол енді тұрғыда әсерім тиіп кетуі мүмкін, соны уайымдап болатса болды. Чтобы спеть на конкурсе, надо иметь хорошую подготовку и хорошую программу. Джан Сюэ, осень, 2009 год. Мне было очень тяжело, потому что на тот момент у меня не было даже репертуара элементарно. И мне каждую неделю приходилось выучивать новые песни, продюсировать их, строить структуры, делать аранжировки. И надо было еще угадывать, понравится это народу или нет. Молчаливые обещания. В этой песне очень глубокий смысл. Я был очень тронут, слушая ее, поэтому и выбрал эту песню. Самая большая проблема в акценте. Меня беспокоит, что многие зрители просто не смогут разобрать, что я пою. У тебя такие большие мешки под глазами. Кажется, ты плохо спал. Мне было очень сложно выучить за неделю китайскую песню. Очень сложно. Поспи немного. Ты выглядишь усталым. Времени на разучивание песни было крайне мало. Димаш использовал каждую минуту. В этот раз Димаш очень беспокоился о том, сможет ли он спеть так, чтобы зритель понял и принял его исполнение на китайском языке. Аудитория примет и поддержит меня только в том случае, если я приложу 100% своих усилий. Димаш на репетиции, как всегда, выкладывался полностью. Я должен выложиться на все 100. Как мы уже говорили, во время работы над нашими публикациями нам удается собрать множество интереснейшего материала, часть от которого мы используем в наших видеовыпусках, статьях и обзорах. Но некоторые материалы все-таки остаются за кадром. Иногда это очень редкие и даже уникальные эпизоды, бэкстейджи и фото, которые стоят того, чтобы выйти в свет. Поэтому мы решили открыть страницу на платформе Patreon, где мы будем размещать такие материалы. Кроме того, там будут выходить прямые эфиры, живые интервью и все самое-самое интересное. Ссылку на страницу вы найдете в описании к этому видео. Дорогие друзья, присоединяйтесь к компании наших друзей на Патреоне, чтобы поддержать нашу работу. Подписка уже открыта. Ссылка в описании. 4-й эпизод конкурса пришелся на китайский праздник фонарей.
Для определения порядка выступления участникам предлагалось выбрать торт в упаковке в виде фонарика. Номер был спрятан внутри торта. Димаш получил номер 5. Никогда еще Димаш так не радовался, что будет выступать в конце. Это означало, что у него есть еще время повторить песню. В этот вечер здание телецентра окутал туман. Но несмотря на непогоду, в студию спешили зрители. Поехали! Они уже знали, что сегодня их ждет встреча с чудом по имени Димаси. Он, как всегда, готовил им сюрприз. Я хочу поблагодарить восторженную публику. Я впервые пою на сцене китайскую песню. Неважно, сколько было потрачено на это сил. Осенняя печаль. Димаш! 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 Спасибо, Димаш! На протяжении 4 туров Димаш уже спел песни на французском, русском, английском и китайском языках. Только после выступления Димаш смог расслабиться, пошутить, подурачиться, обняться с соперниками, многие из которых уже стали его друзьями. И снова напряженный момент голосования. Один из конкурсантов вынужден будет покинуть проект. Сегодня праздник фонарей, однако по итогам последних 2 туров один из 7 участников покинет нас сегодня. На 3-м месте Димаш! Я очень счастлив. За неделю я выучил песню на совершенно незнакомом языке. Это было непросто. Для меня это определенно успех. Труднее всего было привыкнуть к постоянному вниманию поклонников. Теперь, куда бы Димаш ни пошел, его окружали толпы фанатов, которые просили автограф, непрерывно снимали на камеру. Но, похоже, ему это нравится. Слушатели очень высоко оценили первый опыт исполнения Димашем песни на китайском языке. «Осенняя печаль» благодаря их голосованию лидировала в чартах и принесла певцу из Казахстана немало наград. Популярность его росла, и на вечеринку по поводу дня рождения собралось несколько тысяч человек в зале и миллионы в прямом эфире. И тогда Димаш смог показать им всю свою любовь, написав целое письмо китайскими иероглифами. Hi, my dears. Это было начало истории Димаша и Дирс. В ней было много событий. Главное, что в итоге, в ответ на искренние чувства артиста, Дирс из разных стран запели на казахском языке. Но это уже другая история. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к любителям эксклюзива у нас на Патреоне. С вами была Наташа.
DK Media World.